Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Всех с наступившим 2022 годом. И вот так вот в первых числах января я врываюсь к вам с новым видосом. Почему? Потому что, знаете, я так подумал, обычно как все происходит? На Новый год мы все так объелись, так устали, заходим на ютубчик, вот эти вот обожранные салатами, а смотреть нечего, потому что все точно так же, обожранные салатами, лежат и ничего не делают, у всех отпуск. А так, может, хоть я вас немножко тут поразвлекаю, будет хоть один новый видосик. Плюс у меня появилась хорошая, добротная тема. Под конец года, помимо того, что я составлял традиционный топ лучших песен, худших альбомов, лучших альбомов, вот это вот все можете посмотреть на канале, я также переслушивал много старых альбомов. И как вы знаете, каждому альбому, который я обозреваю, я ставлю оценку. Они у меня довольно жесткие, всегда очень в таких рамках. И, возможно, как вы знаете, я кое-где рассказывал, что десятки я никогда не ставил. Но тут ко мне пришло переосмысление, а почему? То есть вот этот вот барьер какой-то ментальный я просто не мог преодолеть, потому что действительно есть альбомы, которые я считаю лучшими, потрясающими, великолепными, заслуживающими наивысшую оценку, но почему-то раньше у меня эта оценка была, ну, типа 9,5, а дальше как-то вот, знаете, никак. Нет предела совершенству, бред есть. Поэтому в данном ролике я хочу рассказать о 5 альбомах, которым я ставлю оценку 10,0 из 10. Некоторые из них я, возможно, обозревал на своем уже канале, некоторые точно нет. Соответственно, некоторым я просто поднимаю оценку выше, некоторым ставлю в целом в первый раз, но сейчас пойдет речь о 5 альбомах, которым я ставлю наивысшую оценку 10,0 из 10. И первый альбом, про который я расскажу, не будет сюрпризом для тех, кто смотрит мой канал, потому что я об этом уже упоминал, что этот альбом для меня это десятка. Это мой лучший альбом прошлого десятилетия, один из самых сильных альбомов в истории, один из самых сложных, интересных, доведенных до совершенства альбомов. И это My Beautiful Dark Twisted Fantasy от Kanye West, конечно же. Обзор на этот альбом у меня есть на канале. Я очень люблю этот ролик, я им очень горжусь, потому что я провел довольно большую работу. И в целом этот альбом мне понадобилось около 3 лет, чтобы целиком его понять. И даже на момент своего обзора я не до конца расслышал все песни, хотя сейчас, вот за последний год, я считаю, что я вот добил просто до конца все треки абсолютно. К примеру, Lost in the World, который я говорил, что мне не сильно зашел, например, еще вот там в тот момент, когда я выпускал обзор, теперь он у меня тоже на репите. Альбом просто, ну, это мастерская какая-то вышка абсолютная. Это вылизанный чистый альбом, когда Кани хотел не что-то кому-то доказать в плане новаторства, а он хотел просто создать настолько вот идеальную хип-хоп работу, что к ней нельзя будет придраться. И к ней действительно, ну, негде придраться. Тексты, мелодии, сэмплы, приглашенные артисты, то, как они все вместе работают, это просто альбом, который надо изучать, на который надо тратить очень много времени, сил, мыслей, прям с текстами, все разбирать, какие там что сэмплы, почему он так сделал, тематика, риторика, там все работает на таком высоком уровне, что для меня это действительно 10,0 из 10, вне всяких сомнений. Второй альбом в моем списке на десяточку, я о нем на канале никогда не говорил, но это один из моих самых любимых альбомов в истории, который я просто обожаю, готов на него молиться, и это Rumors от Fleetwood Mac. Это настолько чувственный, настолько эмоциональный рок, настолько великолепно сделаны. В целом, эта пластинка, если кто не знает, далась группе Fleetwood Mac очень тяжело, потому что на момент его записи они уже вошли в ранг таких просто культовых рокеров, и у них там начались просто дичайшие терки между собой, знаете, кто главнее, кто круче, кто лучше, кто важнее. Плюс вот эта вот история, кто знает, там, Стиви Никс и Линдси, там у них просто, они там чуть ли не стульями в друг друга кидались и не могли находиться вообще рядом в одних комнатах. И в целом группа была уже на грани распада, но всю свою злость, все свои эмоции, всю свою вот какую-то вот эту вот ярость они сели в студии и выплеснули в этот альбом. И именно поэтому Rumors является одной из, ну, величайших пластинок в истории музыки. Там каждая песня великолепно работает.
тексты, эмоциональная составляющая, инструменталы, там все жестко, все очень вкусное. Просто, ну, я готов этот альбом слушать на репите абсолютно все время. То есть мне вот его можно включить утром на репит и вечером выключить, и мне не надоест. Там же, естественно, есть песня "The Chain", которая во мне просто пробуждает какие-то нереальные эмоции. Это одна из тоже моих самых любимых песен в истории. Вот этот проигрыш инструментальный в конце песни, этот драйв, эти вот эмоции, как вживую ее пели Стиви Никс и Линдси, просто трындос, ребята. Я вам даже оставлю ссылку на их одно выступление, где они просто с такой ненавистью поют друг другу. Кто не знает, они встречались, у них была любовь, и потом очень такое некрасивое расставание. То есть они эту работу настолько наполнили своими эмоциями, что она даже спустя сколько ей там, 40 лет, она продолжает оставаться актуальной. Она работает даже сегодня, и эта музыка не кажется какой-то там старой. А песни вроде Dreams, Go Your Own Way, Songbird, ну, естественно, The Chain, You Make Lovin' Fun. Это просто, ну, искусство абсолютно. Если вдруг кто-то не слушал этот альбом, вот вам задача на новогодние праздники. Третий альбом, про который я хочу поговорить, он самый новый в этом списке, ему еще даже нету 3 лет, однако я уверен, что этот альбом просто культивируется в истории, он уже, собственно, таким является, и это лучший альбом в карьере Ланы Дель Рей "Norman fucking Rockwell". Этому альбому я готов петь оды просто до конца жизни. То, насколько Лана вложилась в него как автор, как поэт, то, насколько точно у Джека Антонофа получилось создать к нему в целом простой, как в каких-то местах интересный инструментал, но так, чтобы это все сплеталось с видением, текстами, голосом Ланы. Это был такой, знаете, perfect storm, как любят говорить, то есть такое просто воссоединение прекрасного с прекрасным. Этот альбом повествует невероятную историю. Этот альбом сложный, там очень много слоев. Я такую музыку обожаю. 8-минутный, там 9-минутный трек вроде Venice Beach, Mariners Apartment Complex, Cinnamon Girl, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It. Это просто такие вот, ну, в целом балладные, естественно, это все-таки Лана песни, которые наполняют тебя такими эмоциями, что, ну, порой ты даже забываешь, где ты находишься, и ты настолько погружаешься в эту историю, которую тебе рассказывает Лана, что, ну, просто оторваться невозможно. Я помню, что я ему вроде как ставил что-то типа 9.4, наверное, на момент выхода или что-то в этом роде, но как бы прошло уже несколько лет, поэтому альбом можно судить по такому временному уже немножко пространству, поэтому для меня это, естественно, вне всяких сомнений, десяточка. Четвертый альбом в моем списке, он самый старый из всех, о ком я буду говорить сегодня, потому что ему уже больше 50 лет, и это альбом The Beatles под названием "Револьвер". Ну или же Revolver, как вы там, English, не English. Почему именно этот альбом, можете спросить вы. Я отвечу, я слушал всю диску Битлов, я очень люблю Битлов, они действительно во многом новаторы, у них есть много альбомов, которые в дальнейшем тоже могут претендовать на десяточку, но об этом мы поговорим когда-нибудь в другой раз. Но почему именно вот своей первой десяткой я хочу отдать именно их альбому "Револьвер"? Буду говорить по-русски, потому что, ну, слово нам знакомое. Потому что, как я считаю, это самый, наверное, смелый альбом Битлов, потому что не стоит забывать, что это был первый альбом в жанре психодел для Битлов, и в целом в такой популярной музыке это был первый психоделический альбом. Это уже следующий у них вышел Sgt. Pepper, который уже так зацементировал этот жанр, но сначала был "Револьвер", и тут они выдали настолько вкусную музыку, они настолько все раскрылись сами как личности, голоса, тексты, инструменталы, все звучит очень умно, очень, так знаете, продумано наперед, потому что действительно во многом этот альбом оказал неимоверное влияние на музыку. Он очень креативный, он очень раскрывает Битлов не как группу, а как отдельных участников. Даже в целом он не очень длинный, да, и там много треков по 2 минуты, что, ну, в тот момент в музыке не считалось чем-то нормальным, как ну, сегодня, вы понимаете, но сравните вот треки Битлов по 2 минуты на альбоме "Револьвер" и сегодняшние там треки по 2 минуты любого рэпера.
это разные вещи. А такие самые сильные треки, которые я могу выделить и прям посоветовать отдельно, хотя этот альбом надо слушать целиком, но это Tomorrow Never Knows, это For No One, And Your Bird Can Sing, Eleanor's Rugby, Here, There and Everywhere. Это просто, ну, знаете, такая вышка мастерства, очень сильное подспорье для будущего музыки, потому что на этот альбом многие, кто опирался в своих будущих работах, потому что не стоит забывать, что альбом вышел в 66 году, и создавать такую музыку в 66 году, это было смело. Поэтому я считаю, что это, возможно, самый сильный альбом в дискографии Битлов. Возможно, не единственный, кто заслуживает десятки, но, наверное, самый сильный. Даже круче, чем Abbey Road. И последний альбом, про который я хочу поговорить, и моя 10.0, это мелодрама «Лорд». Я считаю, что это современная поп-классика. Я считаю, что этот альбом заслуживает свое место в истории. У меня есть ролик про этот альбом, можете его посмотреть. Я считаю, что Лорд создала пример хорошей поп-музыки от молодежи. Это то, как она должна делаться. Та честность, та эмоциональность, та креативность, то создание именно текстов, то, как она их использует, как она их выворачивает, как она использует аллегории, какие-то сравнения, то, как Джек Антонов там тоже постарался. Тут у нас уже 2 раза, кстати, Джек Антонов, на секундочку. Это все сработало и связалось в такую невероятную историю, что ты действительно её проживаешь вместе с Лорд от начала до конца. Это все работает как цельный альбом, его тоже нужно слушать целиком. Хотя, конечно же, отдельные треки вроде Greenlight, Liability, Perfect Places, Riders in the Dark, Home I Dynamite. И я, кстати, не так давно для себя открыл все-таки Hard Feeling Loveless, это двойной трек, потому что раньше он мне вообще не заходил, но когда я купил этот альбом на виниле, точнее, когда мне его подарили, иначе моя подруга меня прибьет, купил, я расслушал этот трек, потому что я понял, насколько же там много слоев, как он работает инструментально, и там, наверное, одна из лучших работ в целом Джека Антонофа, и Лорд в целом, как она это все написала и сложила вместе, вау. Поэтому это 10.0. Молодец. Вот такие вот у меня 5 альбомов, которым я впервые в своей карьере оценивальщика этого, как называется, критика, вот, поставил 10.0. Возможно, дальше будут еще какие-то такие альбомы. Я все время переслушиваю старый материал, потому что это интересно, это важно. И если вам вдруг это интересно, то напишите, я подумаю о том, кому еще стоит поставить 10. И напишите, есть ли такие альбомы у вас, которым вы готовы поставить, знаете, вот наивысшую, наилучшую оценку, альбомы, которые, ну вот просто настолько феноменальные, что, ну, круче некуда. А у меня, пожалуй, на сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел и кто выжил после новогодних праздников. А я на сегодня заканчиваю. Всем спасибо. Всем пока.